Здравствуйте, уважаемые зрители, коллеги, юристы, представители общественности и судейского корпуса. Я юрист Валерий Табаков. И на этом канале мы разбираем очень интересные юридические казусы. Представьте себе классический детективный сюжет. Фигурант уголовного производства узнает о тайных планах правоохранителей еще до того, как они постучат в его дверь. Однако, когда этим фигурантом оказывается действующий служитель Фемиды, история теряет романтику и превращается в серьезный юридический скандал. Именно это произошло в Днепропетровской области, где судья подсмотрел в реестре постановление на обыск о своем собственном деле, в своем собственном кабинете. Пытаясь перехитрить детективов НАБУ, судья обнаружил постановление на обыск и свел на нет таким образом усилия следствия. Хронология абсурда. От пачки сигарет до высшего антикоррупционного суда. Эта запутанная история началась в Юрьевском районном суде. В производстве председателя суда Михаила Белинского находилось банальное административное дело в отношении таксиста, который нарушил правила карантина, осуществлял пассажирские перевозки без лицензии и защитной маски в разгар пандемии. Вместо беспристрастного рассмотрения материалов, по данным следствия, возникла коррупционная схема. Водитель обратился в правоохранительные органы, заявив, что судья намекнул на неправомерную выгоду в размере 15 тысяч гривен за закрытие дела. Метод коммуникации поражал конспирации. Служитель закона передал гражданину коробку из-под сигарет, внутри которой находилась распечатанная инструкция принести деньги непосредственно на судебное заседание. Реагируя на заявление, Высший антикоррупционный суд ВАКС оперативно предоставил разрешение на проведение обысков в служебном кабинете и по месту жительства судьи. Однако правоохранители не учли, что подозреваемый обладает мощным инструментом, полным доступом к государственному реестру судебных решений. Как тайное становится явным в судебном реестре? Поздно вечером, за несколько дней до запланированного визита детективов, Михаил Белинский воспользовался своим служебным электронным ключом вместо анализа судебной практики или подготовки легитимных решений. Он начал искать документы по фамилии того же таксиста. Критерий – обыск Дрибас. Его заинтересованность увенчалась успехом. Автоматизированная система выдала свежее постановление антикоррупционного суда о санкционировании обысков в отношении него самого. Судья тщательно ознакомился с текстами документов, фактически уничтожив фактор внезапности будущего следственного действия обыска. Комментируемое событие ярко иллюстрирует глубинную проблему системы, когда чиновник использует служебные привилегии для собственной защиты от правосудия.
Это ломает базовые принципы уголовного процесса. Однако судья забыл о главном. Каждый шаг пользователя в закрытой части реестра оставляет четкий цифровой след. Лог-файлы, которые невозможно удалить или подделать. Когда детективы НАБУ в итоге провели обыски, они изъяли технику и телефоны, но главное доказательство недобросовестности судьи уже был факт, задокументированный на серверах системы. Хотя подозрение в уголовном преступлении судье так и не было вручено, вместо этого его наказала Высшая Рада правосудия уже через дисциплинарное производство. Дело председателя Юрьевского районного суда Днепропетровской области Михаила Белинского, в отношении которого Вторая дисциплинарная палата Высшей Рады правосудия 20 мая 2026 года закончилась тем, что ВРП вынесла представление об увольнении с должности. И это заставляет поставить ряд острых вопросов. Неужели один лишь факт поиска в Едином государственном реестре судебных решений может стать основанием для высшего дисциплинарного наказания, фактически пожизненного лишения статуса судьи, где грань между законным использованием служебного доступа и злоупотреблением? И главное, совершил ли судья уголовное преступление, или мы снова наказываем за подозрительное поведение без приговора суда и охотимся на ведьм? Проанализируем ситуацию с позиции обвинения. НАБУ, НАЗК, ВРП. Сторона, продвигающая увольнение, утверждает: 26 марта 2021 года вечером судья Белинский, используя свою квалифицированную электронную подпись, осуществил целенаправленный поиск по критерию обыск ДРИБАС. Система выдала постановление ВАКС от 12 марта о разрешении на обыски в его кабинете и квартире. Он их открыл и прочитал. Дисциплинарная палата квалифицировала это как использование служебного положения в условиях реального конфликта интересов и как поведение, которое порочит звание судьи и подрывает авторитет правосудия. Логи реестра – это объективное доказательство. Судья не мог не понимать, что постановления закрыты для общего доступа. Его действия были истолкованы как попытка обезвредить следствие еще до обыска. Это, по их мнению, несовместимо со статусом судьи. Теперь проанализируем эту ситуацию с позиции защиты судьи и его собственных аргументов. Белинский на заседании палаты заявил, что искал информацию именно по административному делу гражданина ДРИБАСа, поскольку тот вел себя подозрительно, намекал на деньги, отказывался садиться и, возможно, провоцировал ситуацию со скрытыми камерами. Судья подозревал, что ДРИБАС – подставное лицо правоохранителей. Судья имел право проверять информацию в реестре для самозащиты от провокации и ссылался при этом на разъяснение Совета судей. Также уголовного
подозрения по статье 368 Уголовного кодекса Украины ему, Белинскому, так и не вручили. Дело о взятке 15 тысяч гривен в коробке из-под сигарет до суда не дошло. Фактически уголовного преступления доказано не было. Есть только, так сказать, дисциплинарное нарушение. Но остаются вопросы, на которые очень хочется и стоит получить ответ. Первый. Если судья не совершил коррупционного преступления, подозрение не вручено, приговора нет, то на каком правовом основании его лишают профессии пожизненно? Второй. Не создается ли опасный прецедент? Любой судья, который проверяет информацию о себе в реестре, например, при подозрении на провокацию, автоматически становится врагом системы. Третий. Где принцип пропорциональности? Поиск в реестре – это дисциплинарный проступок, но достаточно ли его для смертной казни в судейской карьере? Четвертый. Почему Высшая Рада правосудия так быстро идет на крайние меры именно в этом деле, когда тысячи других дисциплинарных жалоб заканчиваются предупреждениями? И пятый. Если доступ к реестру – это служебная привилегия судьи, то почему его использование против самого себя вдруг становится злоупотреблением, а не реализацией права на информацию? Я изложу свою позицию как юрист. Уголовного преступления здесь нет. Отсутствие обвинительного приговора или хотя бы врученного подозрения по взятке – это ключевой момент. Логи реестра фиксируют факт доступа, но недоказанный умысел на воспрепятствование правосудию. Судья мог действовать в условиях реального подозрения на провокацию. Такое случается, однако действия Белинского трудно назвать образцовыми для судьи. Использовать служебный доступ для саморазведки в ситуации, когда ты сам фигурант потенциального уголовного производства, это как минимум серьезное этическое нарушение. Оно подрывает доверие к судебной власти. Здесь палата права в части конфликта интересов, но увольнение с должности – это чрезмерное наказание на данном этапе. Сначала нужно исчерпать все другие дисциплинарные взыскания, замечания, строгий выговор, и только после доказанного в суде уголовного правонарушения ставить вопрос об ограничении права на профессию, запрет занимать должности судьи, адвоката и так далее. Иначе мы получаем опасную практику. Высшая Рада правосудия наказывает жестче, чем уголовный суд. Это путь к избирательному правосудию и давлению на неугодных судей. Поиск в реестре сам по себе таким образом не может быть единственным основанием для увольнения судьи. Это опасно для всей системы. Судья Белинский заслуживает строгого дисциплинарного взыскания, но не профессиональной гильотины без приговора. Настоящее самоочищение судебной власти начинается не с громких увольнений за цифровые следы, а с неотвратимости реального уголовного наказания за коррупцию. Пока в этой истории мы видим больше эмоций и политики, чем холодного права. Спасибо, друзья, за внимание. Боремся